Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить вот такую интересную, элегантную модель джемпера в таком благородном серо-бежевом цвете, необычным очень узором. Здесь используется два узора с такими вытянутыми петлями. В общем-то, очень они завораживают взгляд. Идеально, по-моему, смотрится на летнем изделии. Вот. Посмотрите, рукава тоже укорочены 3/4, даже короче. И, в общем-то, рукав тоже необычно сделан. Он такой, начинается широко, заканчивается узко. Да? Вот такой интересный вариант джемпера на лето. Вяжется узор довольно просто, хотя первоначально кажется, что испытывать можно какие-то сложности в вязании. Но, потренировавшись, набив руку, я поняла, что узор легче легкого вяжется. Итак, мои хорошие, давайте сейчас, если вам нравится эта модель, приступим к ее изучению. Да? Мы с вами обязательно свяжем этот узор. Ну, вначале, конечно, начнем с выбора пряжи. Выберем пряжу, спицы подберем, свяжем этот узор, измерим плотность и сделаем индивидуальные расчеты на разные размеры. Итак, всем, кому интересно, остается со мной. Смотрим выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я собираюсь использовать пряжу Yarn Art Jeans, 55% катона, 45% полиакрила, цвет 80, метраж 50 грамм, 160 метров. Хорошие скруточки пряжи, мне нравится из нее вязать, я вообще этот джинс очень люблю, мне нравится эта пряжа. И вот так выглядит наш узор. Узор не совсем обычный. Я бы сказала, прям завораживает взгляд такой. Знаете, очень летний декоративный такой, с вытянутыми петельками. Видите, как красиво это смотрится. Эти бабочки необычные, да? В общем, одна неописуемая красота, на мой взгляд. Вяжется довольно просто. Особенно вот это вот по схеме А, первая часть узора с вытянутыми петельками, просто одно удовольствие вязать. С бабочками не сразу у меня получилось, потому что я никак не могла понять вот эти вот вещи. Хотя я вязала аналогичный узор, но там совсем по-другому он как бы вязался. Вот. А здесь, девочки, посидела, первый раппорт связала самостоятельно, второй раппорт вам уже показывала этих бабочек уже на зубок. Знала, даже схему не смотрела практически. Легко. На самом деле никаких сложностей особых здесь нет в формировании этого узора. Вот. Поэтому считаю, что требуется нам мастерство среднего уровня, то есть имеете навык уже вязания, да, и умеете уже вязать плечевые изделия, как бы. И я думаю, что этот прекрасный джемпер, его можно удлинить, и мне кажется, что это будет просто идеально смотреться летом к брюкам, да, такой красивый узор. Но это можно использовать как пляжную тунику, то есть не делать рукава. То есть здесь вариантов вязания этого узора масса. Главное, что узор очень красивый, декоративный, необычный и очень эффектно смотрится. А теперь посмотрим схему этого узора. Итак, у нас с вами вот так выглядит схема. Схема А. То есть здесь у нас идут вытянутые петельки.
И вот эту схемочку можете сделать скрин экрана. Я ее увеличить не могу, потому что она уйдет у меня вверх-вниз слишком. Я выложу ссылочку на эти схемы под видео, девочки, скачайте без проблем, распечатайте, будете пользоваться. Да? Так, это первая схема А. Значит, раппорт узора 2 петли всего и 30 рядов. То есть, но вяжется элементарно, очень простые движения, простые, несмотря на какую-то вот такую, значит, запутанность в условных обозначениях. Когда начнем вязать, поймете, легче легкого вяжется. Так, вторая схема. Схема Б у нас с вами еще есть. Вот так она выглядит. Здесь раппорт у нас 14 петель идет. И 12 рядов в высоту. Тоже кажется, что какие-то условные значения непривычные. Разберем с вами все, свяжем. Может быть, первый раппорт вам придется немного приложить усилия, чтобы понять, как вязать. Второй раппорт, я вам честно скажу, я вязала высоту, уже понимая, что к чему, и мне казалось, это простая схема. Так, далее. Что я хотела вам показать, выкройка. Вот такая у нас выкройка идет, вообще тоже простейшая выкройка, то есть прямоугольник у нас идет, спущенный рукав, как вы видели модель, и вырез лодочкой. Все попетельно разберем, как располагают узоры, все расскажу, и будет у вас, девочки, описание. Видите, рукав у нас начинается, начало расширенное, а здесь у нас наоборот конец рукава, и он у нас суженный, то есть у нас идет скос на сужение. Вот такая вот особенность. Если вас что-то не устраивает, сделайте прямой рукав, то есть без этого скоса, то есть вот эта вот величина у вас будет равна вот этой по низу величине, да? То есть вариантов море, можно переконструировать под себя. У нас будет использоваться с вами, давайте сразу к описанию перейдем. У нас с вами будет использоваться несколько размеров. Смотрите, поскольку свободного очень кроя у нас модель, первый размер 44-48 сразу подойдет, и второй размер будет 50-52. Пряжу вы уже посмотрели, да, 50, полухлопковой пряжи, не буду зачитывать. Общий расход у нас на данную модель уйдет около 400-500 грамм. Спицы будем использовать 3,5 и 4. Круговые спицы нам вообще не понадобятся. Это из другой модели. Убираем. Плотность мы с вами определяем в процессе вязания, поэтому я не буду про это сейчас еще рассказывать. Вот это описание я выкладываю всегда под видео, поэтому тоже про это ничего рассказывать не буду, поскольку после того, как мы свяжем образец и определим плотность, я вам подробнейшим образом на машинке счетной все вот эти петли обосновываю. Почему 100, почему 114 петель, да? Обосновываю, как расположить узоры, сколько раппортов у нас умещается, как это расчет этот сделать по раппортной, да? Через какое расстояние, как мы чередуем эти узоры, тоже здесь все подробно прописано, да, сколько петель придется на горловину и останется на плечи. Я объясняю, как это определить. Так, и рукава. Как посчитать скос, там самое сложное. И смотрите, еще такая особенность. Спицы будем использовать для узора А 3,5, для узора Б, считаю, надо взять спицы чуть больше, четверочку. Потому что мне кажется, что узор Б немного подтягивает. Хотя визуально, вот честно скажу, много раз прикладывала линейку, вот кажется, что они, то есть вот визуально кажется, что подтягивает, а линейкой, когда измеряю, оказывается все одинаковое. Может быть, это оптический обман. Не могу вам сказать, девочки. Но вот включила такую вам рекомендацию в описании, что надо все-таки диаметр спиц чуть больше взять. Так, мои хорошие, вот такие вот предварительные, так сказать, объяснения мои. Давайте приступим с вами более детально к вязанию узоров. Для вязания образца я набрала 44 петли. Вы можете так много не набирать.
Вот, смотрите, у нас второй узор 14 петель имеет раппорт. Можно ограничиться двумя раппортами, то есть 28 плюс 2 кромочные, да? Потому что вот этот узор, который сейчас мы вначале свяжем, первый, он у нас всего 2 петли в раппорте имеет, видите? Поэтому здесь главное, чтобы было четное число. Так, ну и в общем-то я уже начала первые 2 ряда. Как видите, это просто лицевые петли. Я связала лицевые петли. Первый ряд лицевой и второй ряд тоже лицевые петли. То есть у нас было 2 ряда, это платочная вязка. И третий ряд вяжем. Третий ряд следующим образом вяжем. Значит, первую кромочную сняли, вяжем, смотрите, 2 накида, лицевая, опять 2 накида, лицевая, 2 накида, лицевая, 2 накида, лицевая. И так до конца ряда вяжем. Сейчас мы будем с вами вязать в 4 ряду вот такие вытянутые петли будут у нас с вами получаться. Мы будем накиды спускать. Смотрите, спускаю накид, вяжу лицевую, да, опять спускаю накид, вяжу лицевую, спускаю накид, вяжу лицевую, спускаю накиды, вяжу лицевую, спускаю накиды, лицевая, спускаю накиды, лицевая, спускаю накиды, лицевая, спускаю накиды, лицевая. И так, девочки, до конца ряда будет вот такая вот красивая получаться у нас с вытянутыми петлями вязания. В 5 ряду вяжем все петли лицевыми. Все петельки вяжем лицевыми. 5 ряд. Вяжем так, девочки, до конца ряда. 6 ряд тоже все петельки вяжем лицевые. Вяжем петельки до конца ряда. Седьмой ряд вяжем. Смотрите, значит, начинаем с вами 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому вот таким образом я их меняю местами. 2 петли, вторая у меня поверх первой. Вяжу 2 вместе лицевой. Делаем накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 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 8 ряд. Все петли изнаночные. Все петли изнаночные, в том числе накиды. То есть вяжем просто изнаночные петли. Весь ряд. Вяжем так до конца ряда. 9 ряд вяжем. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 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 И так продолжаем до конца ряда. 10 ряд вяжем все петли изнаночные. Все петельки вяжем изнаночными. 11 ряд у нас с вами все петли лицевые. Все петли лицевые. 11 ряд. Вот так вяжем до конца ряда.
12 ряд, все петли лицевые. Вяжем так до конца ряда. 13 ряд, вяжем все петли лицевые. Вяжем так до конца ряда. 14 ряд, все петли вяжем лицевыми. Вот так до конца ряда, девочки, вяжем лицевые петельки. Видите, какой простой узор. Итак, 15 ряд у нас с вами. Мы делаем с вами накид, лицевая вяжем, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И так до конца ряда. 16 ряд. Смотрите, будем вязать с вами следующим образом. Вяжем лицевая, накид, спускаем, лицевая, накид, спускаем, лицевая, накид, спускаем, лицевая, накид, спускаем. Можно вот так по-быстрому, да? Спускаем, лицевая. И сразу они у нас вытягиваются, девочки, становятся вот такими длинненькими. Петельки, да, накид спускаем, лицевая. Лицевой провязываем, естественно. Только она у нас получается очень длинная такая, видите, вытянутая. Так, до конца ряда таким образом вяжем. 17 ряд вяжем лицевыми петлями полностью. Все петли лицевые. Вяжем так до конца ряда. 18 ряд, все петли лицевые вяжем. Смотрите, все петли вяжем лицевыми. Вяжем так до конца ряда. 19 ряд вяжем. Это то же самое будет сейчас у нас вязаться, как 7, 8 и 9, да, то есть вот у нас 19, 20, 22 ряды и 21, то есть это, кстати, 10 и 22, то есть вот мы сейчас повторяем как бы этот раппорт, но я его с вами провяжу, да, то есть у нас 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Я тогда вязала, девочки, показывала вам, что я их переставляю, но я для себя более удобный способ придумала. Вязать не перекрещивая их, а сразу, да, накид. То есть вот так, как классический вариант, накид, да, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Вы же вяжите 2 вместе лицевой, как привыкли, как вам удобнее. Хотите, как я вот первый раз показала, хотите, вот как я сейчас присноровилась. 20 ряд мы вяжем все петли изнаночные, в том числе и накиды. Накид изнаночный и петелька изнаночная. Накид изнаночный, петелька изнаночная, накид, петелька. Все петли вяжем изнаночными до конца ряда. У нас с вами 21 ряд, и я показываю вам, как его вязать. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 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 накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. До конца ряда так вяжем. 22 ряд, все петли изнаночные вяжем. Все изнаночные. В том числе накиды.
вяжем. Теперь я хотела бы, девочки, заострить внимание на схеме. Обратите внимание, у нас 23, 24, 25, 26 ряды вяжутся лицевыми петлями. То есть платочная вязка 4 ряда у нас идет. Мы тоже с вами вязали уже вот 11, 12, 13, 14. Это тоже самые эти ряды. Я думаю, что я не буду вам показывать обычную платочную вязку, да? Вы и так свяжете все ряды лицевые петли, все ряды. И изнаночные, и лицевые ряды мы будем вязать лицевыми петлями. Встречаемся с вами в 27 ряду. Итак, у нас с вами 27 ряд. Вот я провязала, девочки, как говорила вам, 4 ряда платочной вязкой. И у нас с вами 27 ряд. И он это то же самое, что третий мы вязали, 4. То есть вяжем сейчас, делаем с вами, значит, кромочную сняли, делаем 2 накида и провязываем 1 лицевую. 2 накида, лицевая, 2 накида, лицевая, 2 накида, лицевая, 2 накида, лицевая. И так до конца ряда самостоятельно. И у нас с вами 28 ряд. Мы будем вязать его следующим образом. Вяжем с вами лицевая, накиды, снимаем. Опять лицевая, накиды, снимаем. 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 И так, девочки, до конца ряда такие длинненькие петельки будут получаться. Хочу вам, девочки, показать, как классно у нас смотрится. У нас уже узор с вытянутыми петлями, да? Смотрите. Осталось нам 2 ряда связать платочной вязкой. И на этом 30 рядов раппорта будет закончено. И мы будем вязать с вами вот по этой схеме. Другая у нас схема. 14 петлях раппорт. Вот. Ну а сейчас давайте с вами довяжем 29 и 30 ряды. Мы вяжем с вами лицевыми петлями. То есть у нас идет с вами платочная вязка, да? Кромочную сняли, вяжем 29 ряд и 30 ряд лицевые петли. Показываем, девочки, раппорт, как вязать бабочку, да? То есть вот мы сейчас, я уже 1 раппорт самостоятельно связала, сейчас буду вам показывать. Так, и первый ряд у нас бабочки нашей вяжем следующим образом. Так, кромочную сняли, вяжем 5 скрещенных лицевых. Так, раз лицевая. Тут вот скрещенные, потому что здесь накиды, вот будем сейчас их вязать. 2, 3, 4, скрещенная лицевая, 5. 5 лицевых. Делаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, да, вы знаете. Показываю вот так, да. Затем делаем 2 накида, 1, 2. И 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. Далее вяжем 5 скрещенных лицевых. Давайте вначале первый так свяжем, а следующие будут скрещенные, чтобы по собой не было. 1, 2. 1 накид потерян. 1, 2, 3, 4, 5. Связали, девочки, раппорт узора. Повторяем раппорт узора. Вяжем 2-й ряд нашего раппорта. Схему читаем слева направо. 4 изнаночные. Кромочную сняли. 1, 2, 3,
4. Так, теперь делаем 2 вместе изнаночной за задней стенки. Теперь делаем накид. Вот эти петли, которые у нас сейчас с вами, мы вот так их снимаем и делаем еще один накид. Далее вяжем 2 вместе изнаночные за передние стенки, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Повторяем раппорт. Вяжем 3 ряд нашего узора. Итак, у нас с вами 1, 2, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, переснимаем все наши петли, вот так, да, и делаем еще один накид. И вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые, 1, 2, 3. Повторяем раппорт. Вяжем с вами 4 ряд узора. Схему читаем слева направо и вяжем 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку, делаем накид, снимаем все наши петельки, которые здесь есть, и делаем еще один накид и вяжем 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, затем 2 изнаночные. Связали раппорт, повторяем раппорт. 5 ряд у нас с вами узора. Вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, все петельки у нас переснимаются на правую спицу, делаем еще один накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. Вяжем с вами 6 ряд. Схему читаем слева направо. Вяжем 2 изнаночные, 1, 2. Теперь делаем 4 накида, 1, 2, 3, 4. Теперь вяжем лицевую через все наши петли, которые на левой спице, и изнаночную тут же через все петли вяжем еще изнаночную, вот так, да, вот. После этого снимаем все, что мы с вами провязали, и делаем еще 4 накида, 1, 2, 3, 4 и 2 изнаночные. Вот бабочка у нас вырисовывается. Вот такая бабочка получается, видите, да? Далее давайте я вам еще раз покажу. Следующий раппорт вяжем 2 изнаночные, да? Делаем 4 накида, 1, 2, 3, 4. Вяжем лицевая, да? И тут же вяжем изнаночную через все эти петли. И только после этого их все снимаем. Все эти петли, которые у нас на левой спице были. Все. Так. И далее опять 4 лицевые накида. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные. Все, еще второй раппорт. И третий самостоятельно вяжем. Вяжем 7 ряд. Так. Первый у нас идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И сейчас будем вязать скрещенные лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лицевых. Так, ну здесь вот первый раз. То есть вот эти накиды, видите, как сейчас мы их будем вот так переворачивать. 2. Не очень-то легко вязать скрещенные. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Связали первый раппорт, показываю второй также. Еще один накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. 10 лицевых скрещенных. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Надо, чтобы слабенько было. 8. 9. 10. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Второй раппорт связали. Третий вяжем самостоятельно. Вяжем 8 изнаночный ряд. Так. Схему читаем слева направо. Следующим образом вяжем. Делаем накид, снимаем непровязанный накид, да? Далее вяжем 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Делаем накид, снимаем вот этот накид, да? Дальше вяжем второй раппорт, вяжем, делаем накид, вяжем 2 вместе изнаночные за переднюю стенку и 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. Делаем накид, снимаем все наши петельки. Ну не петельки, а накид наш снимаем. Третий раппорт вяжем, делаем накид, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Делаем накид и снимаем вот эту петлю, оставляем ее, кромочную вяжем изнаночной. Все, связали 8 ряд. Переворачиваем. 9 ряд у нас, вяжем. Делаем накид, снимаем все эти петли, какие у нас тут есть. Так, затем вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. Снимаем все петли, которые здесь есть. Ну, накиды наши предыдущие, да? Так, делаем опять. Все. На этом раппорт связали. Вяжем второй раппорт. Делаем опять накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид и снимаем все наши петли, вот эти накиды предыдущего ряда, предыдущих рядов, да? Вяжем третий раппорт. Делаем опять накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево.
6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаю накид. Снимаю все наши вот эти предыдущие накиды и вяжу кромочную изнаночную. Ну, то есть, как бы я вам показываю порядок действий, как надо поступать. Я вам даже специально, девочки, ввиду того, что все-таки непростой узор, неординарный, я бы так сказала, да, эти бабочки, я специально вам показываю целых 3 раппорта. Вяжем 10 ряд изнаночный, читаем схему слева направо. Кромочную сняли, делаем накид. Все эти наши накиды предыдущие снимаем. Дальше вяжем 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, делаем накид, все наши снимаем накиды предыдущего ряда. Связали первый раппорт, второй вяжем подряд, делаем опять накид, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, делаем накид, снимаем все наши накиды предыдущих рядов. Связали второй раппорт, третий вяжем, делаем накид, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, делаем накид, снимаем все наши эти накиды предыдущие, они тут очень плохо себя ведут, да, так, сняли, вот так не провязывая, и кромочную вяжем изнаночной. Все, переворачиваем, вяжем 11 ряд. Так, делаем накид, снимаем все наши накиды, все, вот так они у нас с вами все в одной связке на спице, сейчас на правой находятся. 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, снимаем все наши накиды на правую спицу, переснимаем. Связали первый раппорт, второй следом накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, переснимаем всю эту нашу связку с предыдущими накидами, связали второй раппорт, третий вяжем, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, снимаем всю эту связку с накидами и кромочную вяжем изнаночной. Связали, переворачиваем, вяжем 12 ряд, схему читаем слева направо, кромочную снимаем. Так, и сейчас мы будем делать следующее. Мы будем через все наши вот эти петли, которые сейчас собрались здесь, провяжем лицевую петлю. Вот так протянула я одну петлю, да? Затем делаю 4 накида. 1, 2, 3, 4. Вяжу 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Далее вяжу опять 4 накида, делаю 1, 2, 3, 4. Через все петли вяжу лицевую. На этом у нас раппорт заканчивается. Вот эти накиды, да? И далее тут же вяжу изнаночную. Это уже второй раппорт у меня начался. Мы так уже делали с вами. И все накиды, вот они у меня оказались в одной упряжке, да? Дальше вяжем 4 накида, делаем 1, 2, 3, 4. 4 изнаночные. Это уже второй раппорт мы вяжем. Опять 4 накида. 1, 2, 3, 4. Опять вяжем лицевая.
закончился раппорт второй, вяжем третий раппорт. Тут же вяжем изнаночную, спускаем все наши накиды вот так, так, и делаем опять 4 накида. 1, 2, 3, 4. Вяжем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Опять 4 накида делаем. 1, 2, 3, 4. Да? И все наши вот эти накиды, сквозь них провязываем лицевую. Все. Вот. Все они у нас в лицевой оказались. И кромочную вяжем изнаночной. Все. Переворачиваем вязание и начинаем вязание с первого ряда. Делаем влажную тепловую обработку нашего образца. Горячим паром я вот так обдаю все это дело. Давайте потянем его, чтобы он встал в то самое состояние, которое у нас будет во время носки. В разные стороны его тянем, не только в длину, но и в ширину. Так. Теперь придаем ему форму, которая ему будет присуща, правильную форму, да, чтобы он вот так красиво лежал ровно. И даем ему высохнуть в таком состоянии. Все, пусть сохнет. Теперь он будет такой, каким мы его хотим видеть. И теперь измеряем с вами ширину образца. Смотрите, я уже приложила линеечку. У меня получается 23 сантиметра, где бы я ни мерила. 23 сантиметра, 23 сантиметра. Мы набирали 44 петли, да? Давайте 44 поделим на 23 сантиметра. Будет 44 петли на 24 сантиметра. Будет 1,8. Запишем нашу плотность. Так, в 1 сантиметре я пишу 1,8 петель, такая плотность. И по ширине тоже нам необходимо замерить высоту нашего образца и посчитать, сколько рядов у нас участвовало в этом узоре. У меня 27 сантиметров. Сейчас я вам скажу, сколько было рядов связано. И смотрите, у меня, значит, 54 ряда. То есть мы с вами связали 30 рядов по первой схеме, вот, да. И затем я 2 раппорта связала, один самостоятельно, один с вами, по 12 петель. То есть это 24 ряда, по 12 рядов. То есть это 24 ряда плюс 30 будет 54 ряда. И мы 54 ряда делим с вами на наши сантиметры 27. Получает цифра 2. И записываем эту плотность, что в 1 сантиметре у нас 2 петли. Вот такая у нас с вами средняя плотность получается по вертикали и по горизонтали. Сейчас нам понадобится выкройка, чтобы распределить наши узоры и наши петли на нужные размеры. Вот такая у нас будет выкройка. Это выкройка из журнала, родная. Здесь распределены узоры. Как видите, выкройка абсолютно прямоугольный, вырез лодочкой, да. У нас даже не пройма, ничего, спущенный рукавчик. И вот так выглядит наш рукавчик укороченный 3/4. Так, мои хорошие, давайте с вами пройдемся по узорам, по тому, сколько петелечек нам набирать с вами надо и так далее. Значит, смотрите, будет использоваться 44-48 размер первый, с шириной 56 сантиметров. То есть вы видели, что это очень свободный такой джемпер. И второй размер будет использоваться 50-52. И мы сейчас с вами, исходя из этой вот ширины спинки, узнаем, сколько петелек нам набирать. Итак, значит, у нас с вами 56 сантиметров первый размер, умножаем с вами на нашу плотность, которую мы с вами определяли по горизонтали в 1 сантиметре 1,8 петель. 56 на 1,8 это будет 100 петель. Давайте запишем здесь внизу 100 петель.
Второй размер 62 сантиметра умножим на 1,8. Плотность это будет 112 петель. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Теперь давайте по этим нашим определенным петлям распределим узоры. У нас два узора с вами будет участвовать. Ну, первый узор 2 петли раппорт всего составляет, зато 30 рядов в высоту, да? Это узор А, схема А, видите? Вот она А. И второй узор, который мы с вами вязали, это схема Б. И здесь у нас 14 петель ширина и 12 рядов высота раппорта. Поэтому мы с вами будем исходить из узора Б, чтобы у нас все это четко поместилось. Надо, чтобы было целое число раппортов. Поэтому мы с вами 100 петель первого размера поделим на 14 петель раппорта узора и получим 7 раппортов умещается. Целое число. 7 на 14, 98 петель. Плюс 2 кромочные, итого те самые 100 петель, которые нам и нужны. Оставляем, да, то есть 7 раппортов. Ну, то есть рисовать это не имеет смысла, но обычно я рисую, смотрите, схематично. Одна кромочная справа, одна кромочная слева. И здесь этот отрезок, представьте, что это ваш наборный ряд, 7 раппортов по 14 петель идет. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, да? И каждый раппорт 14 петель. Начинать мы будем, естественно, по схеме А. 2 раппорта, ой, 2 петли в раппорте всего, да? То есть там получается наши 98 петель делим на 2, то есть 49 раппортов. 49 раппортов по 2 петли. А затем по нашей схеме через 30 рядов, то есть когда мы свяжем с вами полностью раппорт 30 рядов, мы перейдем на узор Б, и вот там уже у нас будет с вами распределяться 7 раппортов по 14 петель. Вот, и все это четко укладывается друг за другом, все последовательно, никаких лишних петелек у нас не будет. Хорошо, с этим все понятно. Теперь на второй размер давайте 112 петель делим на 14 петель в раппорте, 8 целых раппортов. Но у нас еще есть с вами кромочные, то есть наши 112 плюс 2 кромочные обязательно надо. Это будет 114 петель, девочки. Поэтому не 112, а на 2 петли больше, иначе не получается целых 8 раппортов по 14 петель. Так, ну и, конечно же, 112 поделим на 2, будет по схеме А 56 раппортов повторяться по 2 петли раппорт. Так, с этим тоже понятно, да? Теперь еще такой нюанс, который я при вязании не учитывала, сейчас вам скажу. Вот, на мой взгляд, несмотря на то, что мы с вами измерили плотность, и она у нас везде, ширина нашего узора, она везде одинаковая, да, то есть 23 сантиметра у нас было, и тут 23. Я считаю, что вот этот узор бабочками, он как-то немного подтягивает, что ли. Поэтому я рекомендую вам, или так визуально кажется, не пойму я, девочки, я вам рекомендую, знаете, что сделать? Вязать узор А спицами 3,5, так же, как и мы с вами вязали, да? А вот эти бабочки перейти на узор спицами номер 4 вязать, чтобы он был пошире, да, как бы мне вот так почему-то вот. И я также в описании буду вам рекомендовать. Узор А вяжем спицами 3,5, узор Б вяжем спицами номер 4. С этим понятно, да? Теперь давайте опять вернемся к нашей выкройке. Определим, сколько петель у нас на вырез горловины будет и сколько на плечи останется. Здесь стоит величина 13-14 сантиметров, половинчатый размер, то есть 26 сантиметров у нас вырез горловины. На маленький размер умножаем на нашу плотность 1,8, получаем 46 петелек. Почему не округляю? Потому что внизу используется четное количество петель наборных,
Поэтому на вырез горловины тоже должно быть четное количество петель. 46. На второй размер у нас идет 14 на 2. 28 сантиметров вырез горловины на размер 50-52 и умножаем на плотность 1,8. Получаем 50 будет у нас петель на вырез горловины придется, да? И все, что осталось, я записала, видите, 46 и 50. И все, что осталось, петельки, делим симметрично на 2 и получаем плечи. То есть 100 петель первого размера отнимаем, 46 петель выреза горловины, остается 54 петли на плечи. Делим на 2, на каждое плечо по 27 петель. С этим понятно, да? И второй также 114 петель отнять 50 петель вырез горловины, 64 на плечи. У нас 2 плеча делим на 2, на каждое плечо по 32 петли. Вот. Вот таким образом. Теперь давайте к рукавчику перейдем. У рукавчика у нас начинаем мы вязать с вами. Здесь вот так автор модели придумал, что у нас широко начинается и сужается, скос идет на сужение, да? Поэтому по низу рукава у нас больше петель набирается, а с убавками мы будем с вами переходить, значит, на меньшее количество петель, по скосу будем убавки делать. И как посчитать скос? Вначале начнем считать, сколько набираем петель по низу, потом сколько петель придется на узкую часть верхнюю, и затем считаем, сколько петель будем убавлять всего по скосу. Итак, по низу у нас стоят размерчики с вами 48 сантиметров на первый размер, умножаем на 1,8 плотность. 86 петель у меня получилось, надо набрать на рукав. Вяжем рукав по схеме А, то есть 30 рядов, которые, да. Второй размер у нас идет с вами 25 сантиметров на 2 и на плотность 1,8, 90 петель по низу рукава. Теперь, что касается по верхней части рукава. Там у нас стоит мерка 16 умножить на 2 половинчатый размер и умножить на плотность 1,8. Это будет 58 петель. И второй размер 17 на 2 и на плотность 1,8. Это будет 62 петли по верху рукава. И теперь из большего числа вычитаем меньшее. По низу 86, отнять 58 по верху рукава, получаем 28 петель. Всего будем убавлять. У нас 2 скоса, делим на 2, на каждый скос по 14 петель. Будем убавлять. Для второго размера аналогично. Считаем 90 отнять 62, будет 28, делим на 2, также 14 петель. Нам их надо равномерно убавить. Для этого воспользуемся вертикальной плотностью. У нас общая вертикальная плотность была 2 сантиметра. В одном сантиметре 2 ряда. То есть. И мы с вами 21 сантиметр, длина нашего рукава, умножаем на нашу плотность по вертикали 2, да, ряда. 21 умножить на 2 на плотность. Получаем 42 ряда. Так, и 42 ряда мы сейчас с вами поделим на 14. Столько петель нам надо с вами убавить. Поделим на 14. Убавки будем делать в каждом третьем ряду. Вот таким образом. Все это будет описание выложено, девочки, под видео. Да? Имейте это в виду. Там уже я буду указывать вот эти вот, как один узор сменять другого. Да, ну там, собственно, так понятно. У вас вот эта выкройка будет в мастер-классе. И там легко понять, что начинаем с узора А, потом Б, потом опять А, Б и А. И так чередуем. Да? Если вам, как я уже говорила, длина надо, чтобы была подлиннее в виде туники, то узор А немного увеличиваем. Либо с помощью платочной вязки, либо берем несколько рядов, какие вам нравятся, да, и добавляем их. Там, хотите 15-16 ряд, например, добавьте, да? Там, ну, в общем, это на ваше личное усмотрение, что вам нравится, какой элемент из узора, такие ряды и добавляйте.
продолжаете его как бы логично, да. И не забывайте про спицы, которые мы будем менять. Для бабочки я порекомендую взять спицы номер 4, то есть на пол размера побольше. Так, все, мои хорошие, давайте с вами приступим к вязанию. Если вам все понятно, все, я надеюсь, вам доступно объяснила. И до новых встреч. Желаю вам, девочки, удачи.